Дорогие друзья, всем привет, это канал Платоси. Когда я готовился к превью-обзору по скоро выходящей Final Fantasy VII Rebirth, я наткнулся на просто потрясающее интервью с режиссером игры Наоки Хамагучи. Оно очень смешное, душевное и чрезвычайно информативное. Я просто не мог пройти мимо и не поделиться с вами таким сокровищем. Попутно запилив перевод, кстати. Приятного просмотра. Вы хороши в спорте? От случая к случаю. Какой лучший ремейк в игровой истории? Ремейк? Ну, определенно Final Fantasy VII ремейк. Почему вы захотели изменить определенные моменты в сюжете в ремейке? Чтобы игроки, знакомые с оригиналом, также получили удовольствие. Изменения делают игру мультивселенной? Я не могу ответить на это. Какая лучшая мультивселенная в медиа? Человек-паук замечательный. Как называлась та штука, что пыталась сохранить без изменений все сюжетные элементы в игре? Шепот. Как назывались те штуки, что старались сохранить сюжет без изменений в Final Fantasy VII ремейк? Шепот. Что означает для игры то, что шепота больше нет? Пожалуйста, оставайтесь с нами, чтобы узнать об этом Rebirth. Значит ли это, что поймать Чокоба будет легче в этот раз? Это зависит от игрока. Все Чокоба одинаковые в Rebirth? У всех Чокоба будут разные способности. Какие способности будут у Чокоба? Некоторые Чокоба смогут летать, некоторые взбираться на горы, некоторые плавать в океане, есть много способностей. Все Чокоба пахнут одинаково? Я думаю, пахнут они одинаково. Плохо ли они пахнут? Ну, больше похоже на лошадь, наверное. Насколько сюжет Final Fantasy VII Rebirth верен оригиналу? Если брать в общем, я верю, что довольно верно следует. Почему все еще есть Зак? Провокационные вопросы. Интересно, как он еще жив? Как влияет на Клауда присутствующий Зак? Влияет не только на Клауда. Существование Зака оказывает влияние на весь мир Final Fantasy VII в принципе. Почему Crisis Core Reunion не часть канона Final Fantasy VII Remake? Потому что ремейк — это сам по себе уникальный мир, стоящий в стороне от остальных тайтлов. Вы думаете, людям будет полезно пройти Crisis Core Reunion, чтобы узнать историю Зака? Конечно. Вы слушали когда-нибудь музыку Final Fantasy? Да, когда я был студентом, это был мой вайб. А можно ли так называть мой вайб? Да, у меня был саундтрек, и я его много слушал. Какой лучший саундтрек в Final Fantasy? На самом деле, я много слушаю саундтрек Final Fantasy VII. Как влияет на впечатление от игры то, что ремейк разделен на несколько частей? Думаю, наша главная заслуга в том, что мы смогли остаться верны и правдивы в изображении очень обширного мира Final Fantasy VII. Какой лучший прямой сиквел в истории Final Fantasy? Думаю, Lightning Returns, Final Fantasy XIII, над которым я работал, это потрясающая игра. Так ли необходимо, чтобы Rebirth выходила на нескольких дисках, или вы поступаете так из-за ностальгии? И то, и другое. Были ли другие игры Final Fantasy, которые команда думала ремейкнуть перед тем, как приступить к 7-й части? Да, думаю, Китаса-сан думал о парочке. Будет ли когда-нибудь Final Fantasy X-3? Я бы в нее тоже поиграл. Можете изобразить смех Тидуса? Тидус. Как же он там смеялся? Мы можем поставить напомнить. こんな笑ってたっけ？あははは。 Какой самый дурацкий момент в истории Final Fantasy? Ну, дурацким персонажем для меня был Кефка из Final Fantasy VI. Какой ваш любимый момент из оригинальной Final Fantasy VII? Самая запоминающаяся сцена для меня, конечно, судьба Эйрith в забытом городе. Какой ваш любимый момент из ремейка Final Fantasy VII? Когда адский дом появляется в качестве босса на арене Корнео, это моя любимая сцена. Как Red 13 ездит на Чокоба. Он использует когти, чтобы держаться за поводья. Увидим ли мы Реда 13, стоящего на двух лапах снова? Скоро мы определенно получим ответ на этот вопрос. Кто-нибудь в отряде комментит то, как это странно, что он катается на Чокоба, стоя на двух лапах. Это довольно естественно для него. Что случится, если потушить хвост Реда 13? Ну типа умрет он или что? С кем из персонажей Super Smash Bros. У Клауда лучше всего отношения?
Марио. Кто его больше всего раздражает, как думаете? Донки Конг. Сколько раз он говорил Марио, что был солдатом? 7 раз. У Сефирота есть с кем-то хорошие отношения? Я думаю, Сефирот неплохо общался с Клаудом. Какой самый сумасшедший кроссовер? Super Smash Bros. Или Kingdom Hearts? Конечно, Kingdom Hearts. Люблю Дисней. Какой лучший призыв в истории Final Fantasy? Помню, в детстве мне нравился символ канджи для Кай. Поэтому Бахамут Кай или Бахамут Зеро. Какой сид лучший в истории Final Fantasy? Мне, правда, нравится All-Сид в Final Fantasy 12. Он очень самобытный персонаж, и мне он очень нравится. Вы покупали когда-нибудь цветы на улице? Нет. У вас тут есть черная материя? Да. Если бы вы могли выбрать любую материю для использования в жизни, какую бы выбрали? Материя оценки. Почему? Я взаимодействую со многими людьми, так что было бы здорово собрать больше информации о них. И у меня будут получаться лучшие интервью. Так вы пытаетесь выяснить, сколько у меня очков здоровья? Да, так и есть. Мне пора волноваться? Нет, думаю, у вас много очков здоровья. И битва с вами будет сложной. Если бы вы смогли поговорить с планетой, что бы вы сказали? В Японии много землетрясений, я бы сказал, пожалуйста, сбавь обороты с ними. Какова ваша Земля обетованная? Я создатель игр и хотел бы будущего, где этим заниматься было бы проще. Это моя цель. Моя Земля обетованная, к которой я стремлюсь. Какая ваша любимая часть Токио? Мне нравится Шинагава. Какое ваше любимое место для путешествия? В Японии мне очень нравится Хоккайдо, так как мне нравятся морепродукты. Какая другая игра из Final Fantasy вдохновляла вас больше всего? Сложный вопрос, но я думаю, что игра по типу Final Fantasy 13, над которой я работал, вдохновила меня. Сколько гелей Клауд использует для своей прически? Надо использовать, наверное, треть тюбика, чтобы сделать волосы такими твердыми. У какого персонажа Final Fantasy лучшая прическа? Знаете, у Баррета прическа довольно изящна, она классная, мне нравится. Лайтнинг из Final Fantasy 13 была вдохновлена Клаудом из Final Fantasy 7. Номуру сам занимается дизайнами персонажей. Не могу сказать наверняка, но не думаю, что между ними есть связь. Клауд понимает, что его фамилия — это как будто самоисполняющееся пророчество. Сам Клауд, скорее всего, этого не понимает, но, конечно, такой посыл был заложен у разработчиков. Ладно, давайте на чистоту. Кто самый крутой протагонист Final Fantasy? Сетцер. Что за прикол, что персонажи Final Fantasy всегда теряют память? Но это очень драматично, я думаю, поэтому. Какой персонаж сильнее всего различается между Final Fantasy VII оригинальной и Final Fantasy VII ремейком? Думаю, Зак. Если бы все злодеи Final Fantasy сразились между собой, кто бы победил? Так как я работаю над ремейком, хотелось бы, чтобы это был Сефирот. Мы сможем поиграть за Сефирота в Final Fantasy VII Rebirth? Да, он играбельный персонаж. Вы слышали слухи о том, что Final Fantasy VII изначально разрабатывалась для Nintendo 64? Да, не уверен. Окей, если не брать это в расчет, сколько картриджей Nintendo 64 понадобилось бы для оригинальной Final Fantasy VII? Думаю, 64 картриджа. Как вы думаете, основные игры Final Fantasy вернутся когда-нибудь на консоли Nintendo? Я не совсем уверен, но об этом приятно думать. Тяжело ли Барретту проходить осмотр в аэропорту? Нужно включить сюда и Клауда, и им будет непросто пройти. Делая ремейк, какое изменение команда больше всего хотела сделать? Думаю, самым большим были экшен-элементы в игре. Rebirth более открытая, чем ремейк? Да, без вариантов. Карта из Rebirth больше, чем в ремейке? Да, карта ремейка будет выглядеть вот такой вот маленькой. Сайд-квесты лучше в Rebirth? Да, даже по сравнению с ремейком. Если сравнивать с другими тайтлами, то они будут более глубокие. Почему такой фокус на дополнительном контенте в этот раз? Мы, правда, хотели, чтобы игроки исследовали мировую карту так же тщательно, как они делали это в оригинале. Как отразится на сюжете то, что Бикс и Уэш все еще живы?
Да, в этой игре есть множество слоев. Мы хотим, чтобы игроки сами испытали и насладились этими моментами. Джесси осталась жива после Final Fantasy VII Remake? Я надеюсь, что да, но посмотрим. Вы бы сходили в ресторан с названием «Сектор 7»? Да. Нужно быть внимательным с тем, что тебе принесут в заказе. Я буду осторожным. Думаю, вы бы сходили в бар «Седьмое небо». Конечно, это в каньоне Космо. Вы видели сериал «Седьмое небо»? Нет, не видел. Вы думали поставить себе пинбол-лифт в офис? Это довольно классная идея. Вы нажимаете на кнопку, он выезжает. Довольно весело. У вас есть любимый аркадный автомат? Мне нравятся эти игры с манипулятором. Что круче, ехать на мотоцикле или на сноуборде? Я бы сказала сноуборд. В Rebirth есть сноубординг? В игре нет сноубординга. Золотая тарелка есть в игре? Да, конечно. Вы можете сыграть в мини-игры? Да, конечно, мы приготовили множество. Какая лучшая мини-игра в Rebirth? Мы работали над многими очень усердно. Лично мне нравится карточная игра. Какая мини-игра из оригинала получила больше всего изменений в Rebirth? Мы адаптировали гонку на Чокобо в очень современную гоночную игру. Так что это большое отличие от оригинала. Если CPR мини-игра в Rebirth, мы ее немного изменили, так что ожидайте подробностей. Сохраненные игры из ремейка переносятся в Rebirth? Напрямую нет, но некоторые части переносятся. Насколько безопасно быть рядом с Сефиротом? Сефирот действительно все время заботится о Клауде, и в итоге может быть и безопасно. Думаю, определенный персонаж может и не согласиться. Персонаж? Эйрит. Ну да. В какой из основных Final Fantasy лучшая боевая система? Я думаю, мы с уверенностью можем добавить Final Fantasy VII Remake в это обсуждение. У вас есть любимый слух о оригинальной Final Fantasy VII? Я слышал множество по поводу того, что Эйрит вернется к жизни, и это интересно слышать. Если бы вы могли изменить имя на любое имя из Final Fantasy, какое бы вы выбрали? Нанаки. Вы в курсе, что Джинова Чен из той игровой студии изменил свое имя на Джиновы из-за Final Fantasy VII? Ой, я не знал. Правда, что ли? Вы бы сделали ремейк Advent Children? Я бы на это посмотрел совершенно точно. Вы в курсе, что режиссер The Marvels Ния Дакоста использовала Advent Children как вдохновение для фильма? Да, я слышал это в новостях. Назовите эмоцию. Страсть. Назовите любой предмет. Мышь. Назовите прилагательное. Красивое. Назовите франшизу Square Enix. Chrono Trigger. Какое самое странное название игры у Square Enix? Racing Lagoon. Вам приходит на ум название, которое отвергли? Я не могу это разглашать. Что если бы мы придумали собственное название? Что, прямо сейчас? Да, мы, в общем-то, это и сделали. Как насчет... Chrono Trigger Beautiful Passionate Mouse. Наш издатель бы сделал нам нагоняй. Как называется третья игра в серии ремейка? Это уже находится в голове у Намуру-сана. Если я догадаюсь, вы мне скажете? Я не могу ответить на это. Reimagine? Не очень хорошо. Reframed? Это мне тоже не нравится. Reloaded? Я уже слышал такое ранее. Returns? Ну, тоже звучит неправильно. Cloud Returns? Может, мы и согласимся на это. Aerith Returns? Вау, это очень глубоко. Lightning Returns? Давайте оставим так. So not Record Keeper. Нет, мы так не можем. Revengeance? Похоже, мы получим нагоняй тоже. Что за прикол с оружием в Final Fantasy? Иногда они убивают кого-то, а иногда отнимают лишь немного здоровья. Мне бы тоже хотелось это узнать. Какой момент при разработке Final Fantasy VII вызвал самое большое количество споров? Думаю, больше всего мы спорили по поводу того, насколько глубоко мы вдадимся в изображение этих определенных моментов. Была ли какая-то идея сбракована из-за того, что она слишком отклонялась от оригинала? Да, таких было много. Как вы произнесете имя этого персонажа? Что это было за камео в ремейке? Я думаю, оно было для большего фан-сервиса. Какая лучшая RPG-серия вне Final Fantasy? Я очень люблю серию про Ведьмака. Почему Final Fantasy VI так резонирует с вами? Я был в средней школе, и у меня не было
так много возможностей, чтобы испытать фэнтезийный сеттинг, так что эта игра на меня очень сильно повлияла. Она все еще ваша любимая? Да, определенно та, что останется в моем сердце. Согласны ли вы, что любимая часть Final Fantasy у игроков та, что была первой, которая ввела их во вселенную Final Fantasy? Может, и так. Думаю, это очень похоже на правду. Какое самое значимое улучшение в Rebirth от ремейка? Думаю, главное отличие в свободе выбора своего стиля геймплея, которое есть у игроков. Как вы думаете, люди отреагируют на ту самую сцену? Ну, вы знаете, о чем я. Какая часть Rebirth была разработана параллельно с ремейк? Разработка не пересекалась, так что параллельности не было. Но что касается сценария, то Наджима сам уже держал его в голове и работал параллельно с ремейком. Вы думали назвать игру Remake 2 или это слишком просто? Мы думали об этом. Как бы называлась серия, если бы игра не была последней попыткой Сакагучи? Макко. Когда-нибудь выйдет последняя фантазия? Вопрос с подвохом. А почему бы нам не сделать этот вопрос последним? Идеально, спасибо огромное. По-моему, замечательное интервью, я надеюсь, что оно хоть немного утолило жажду в ожидании следующей части в ремейке. А как появится больше материалов по игре, то, скорее всего, будет ролик. Ну а на этом сегодня все. Спасибо за просмотр.